Всем привет, ребят! Записываю свой первый подкаст на этом канале. Он первый, и поэтому я хочу его сделать немного своеобразным, немного особенным, немного поясняющим, что я вообще делаю. Первое, что хотелось бы отметить, это то, что этот канал я создал давным-давно, вот в 2011 году еще. Мне тогда было, если так подумать, на 7 лет меньше, мне было тогда 13 лет. 13 лет, и тогда создавался этот канал, это просто жесть. 7 лет прошло с того момента. Следующее, что хотелось бы сказать, то что, да, 7 лет это, конечно, срок, но все идет в ногу со временем, все постепенно развивается, и я тоже развиваюсь, моя речь, возможно, даже тоже развивается, потому что раньше я не мог сказать ни слова, а сейчас уже вот все отлично. Недавно я сделал небольшой рестарт канала, то есть я все с него удалил и загрузил новые видео. Вот буквально 3 дня назад я загрузил 30 новых видео, и вот они уже добавлены. Тут есть, это, кстати, 30-е юбилейное видео, своеобразный юбилейчик у нас тут появился, и это вообще классно на самом-то деле. Хочу еще такую вещь сказать, то что сегодня я сходил просто-напросто в KFC. В KFC такой захожу и вижу стажера. Стажер меня начинает обслуживать. Но я вижу то, что, он совсем не справляется с работой. Он мне сперва говорит, то, что сперва я вам дам заказ, а потом вы оплатите. Я такой... Что? Мне в первый раз такое говорят вообще. Ну ладно, окей. Плюс постоянно как-то рыпался то влево, то вправо, то какие-то проблемы, затруднения. Плюс он такое ощущение, что трясся. В общем, такая вот ситуация сложилась. Но все мы люди, и даже охранники люди. Сегодня вот в Перекресток тоже захожу, и в Перекрестке вижу то, что охранник такой... смотрит в зеркало, разглядывает себя. Я иногда так делаю, если вижу себя в зеркале, разглядываю себя. И он аналогичным образом тоже смотрит на себя, разглядывает из стороны в сторону. Наверное, не очень хороший переход был от того, что с каналом, и то, что вот с KFC. Но дабы сгладить вину, скажу то, что вот сейчас на текущем канале 2 подписчика всего. Это очень и очень мало, вообще прям очень мало. Однако есть большие цели, огромные цели, я так скажу, на этот год. На этот год у меня цель 250 тысяч, это действительно большая сумма в сравнении с тем, что мы имеем. И также хотелось бы сделать 1200 видео, всего на канале сейчас 30, то есть осталось совсем-совсем чуть-чуточку. Какая-то малая часть, 1/400, не, 1/40. Офигеть, 1/40 сделана. И это за 3 дня, то есть еще немного, и в принципе это будет сделано до конца. Офигеть, это круто, я только что это осознал. И, в общем-то, вот так вот видео продвигается, постепенно наращивается, возрастает. Но 1200 видео это на год. Но я хочу, это вот программа минимум, прям минимальная программа. Я хочу в перспективах сделать 4500 за год. Вот это действительно очень крутая цель, и я надеюсь, что это мне получится сделать. Однако, ежедневно делая видео, я такой... делаю и понимаю то, что иногда мне трудно это делать. Ну, то есть я такой выполняю монтажик, и у меня немного, не побаливает глазки, но устают. И голова тоже иногда пухнет, и устает голова. Поэтому буду стараться, буду крепиться, буду делать то, что нравится, потому что когда мы делаем то, что нравится, это, по крайней мере, идет в кайф. Сейчас я выпускаю то, что мне нравится. Конечно, этот контент нельзя назвать контентом, потому что тут качество не очень хорошее, и практически даже монтажа нет. Просто я обрезаю и все. Но в дальнейшем будет изменение качества. Вот 1200 видео будет, то немного будет видоизменяться качество. По той причине, что сейчас я выпускаю для того, чтобы сделать бэкграунд каналу, чтобы я такой делал новые видео, а старые мне уже приносили просмотры. Они и сейчас приносят. Вот эти вот 30 видео, там некоторые видео набрали по 10 просмотров, это, конечно, мало, но это все за 3 дня. То есть, если каждое видео столько будет приносить, и в сумме мы это посчитаем, то это довольно-таки большая сумма выходит. И считай,
за месяц, если там 4000 видео, например, у нас есть, мы можем набрать порядка 200 тысяч просмотров. 200 тысяч просмотров, это, переводя на рубли, около 8000 рублей чисто ни от чего не делания. То есть это уже у тебя готово, и это сделано. И чем больше видео, тем больше ты, естественно, получаешь, если тебя интересуют деньги. Они, естественно, в данный момент я в них нуждаюсь, но не так сильно. Нуждаюсь, потому что я еще студент, не могу себя обеспечивать полностью. Соответственно, если я буду вот так вот делать, то я смогу себя обеспечить, и это будут своеобразные активы мои, и уже новые видео, выпуская в хорошем качестве, они уже будут набирать больше просмотров, и бэкграунд тоже будет мне приносить просмотры. То есть в квадратичной зависимости это все будет стакаться, так скажем, и приносить все больше и больше различных мне поощрений. Я благодарю всех, кто слушает это видео, вам большое спасибо, и хочу сказать то, что да, сейчас практически никого нет, но послушайте, пожалуйста, это обращение лет так через 5, и вы поймете то, что человек, у которого было 2 подписчика, начиная канал зарегистрирован с 2011 года, возможно, набрал ту сумму, которую он желает. Спасибо. Спасибо вам за все. Спасибо тебе, тот человек, который это слушает. Ты хороший, ты сможешь все сделать. Вот у тебя точно все получится, потому что ты слушаешь это сообщение. Ты большой молодец. Спасибо еще раз и до новых встреч.